Приветствую всех, друзья, с вами на связи Алехандро. Мира вам и вашему миру. Сегодняшнее гадание на картах Таро онлайн мы посвятим и отношениям. И сделаем общий расклад Таро в его глазами. Узнаем, какая правда у вас сводит его с ума. Ну, вашего партнера. Мужчины могут погадать на женщину, на партнершу, а женщины, соответственно, могут глянуть на мужчину. По традиции начнем с того, что посмотрим, что за ситуация, кто пришел на расклад, что происходит между вами на здесь и сейчас. Не забудем зацепить или разглянуть. Разглянуто, да? Глянуть, да? На мысли, чувства, действия загаданного человека, планы, и так далее. То есть все, что будет вытекать из расклада, настройтесь на свой поток, на свою интуицию и помните, что это общий расклад, где вы получаете советы, подсказки, инсайты, и где-то, может быть, сравниваете свою ситуацию с внутренним состоянием или с возможными событиями. Итак, поехали. Шестерка жезлов. Знаете, у вас ситуация соперничества происходит. Это карта мужская. Здесь мужчина пытается быть лидером. Как минимум должен был бы быть лидером. Вы уж сами напишите, у вас он лидер или не очень. Но здесь так, здесь как бы у меня такой поток, что каждый перетягивает в этих отношениях одеяло на себя. Давайте так скажем, одеяло на себя почему-то. Или каждый хочет что-то друг другу доказать, быть первым, быть лидером. Мужчина может быть здесь лев. Лев, овен и стрелец особенно, да. Пятерка пентаклей. Есть проблемы, вообще есть проблемы. И давайте так скажем, как минимум вы стараетесь в этих отношениях вроде бы как оба. Вдвоем стараетесь. А оно что-то не получается, да. Вы стараетесь, но страдаете. Как минимум, кто-то... Давайте так скажем, тот, у кого колокольчик, мандала и цветы на руках, вкладывается, а тот, у кого этих знаков нету, да, тот не очень вкладывается. Или все время откладываете на потом, или вам не хватает чего-то в отношениях этих, да, вот. Пятерка пентаклей — это вообще материальное падение, духовное падение и как минимум материальное падение на фоне духовного падения. То есть как минимум вот вы перегораете в отношениях, и оно как бы уже бьет по материальному миру. Также, возможно, у вас проблемы на работе, с бизнесом, вообще с деньгами. Могут обостряться проблемы со здоровьем. Пятерка пентаклей. Дальше. Здесь есть десятка мечей. Такое ощущение, что непонятно, конец это или пауза. Вот у меня из этой карты так. Здесь такое. Здесь на татуировке идет как бы куча мечей. И вроде бы как такое, что непонятно, то ли... кого-то, проткнули мечами. Скажу так, как минимум вы страдаете, можете страдать из-за человека, который непонятно поставил паузу или нет, куда-то, может быть, пропал, потому что здесь десятка мечей, это резко не выходит на связь, забанил, забанил или уехал и молчит, ушел и молчит, да, хлопнул дверью, молчит. В общем, сделал больно, как минимум, и молчит, да. Прямо сейчас, центральная карта 10 мечей. То есть очень, все очень стрёмно, да. Стрёмно-то. Давайте смотреть дальше. Так, что тут еще есть? Дьявол здесь есть, смотрите.
Дьявол здесь есть. Ну, тут, смотрите, ситуация такая, что было вроде бы как вы, ну, вот вы ситуацию довели до апогея, да, до высшей точки, накалили страсти так, что стало резко хуже, оборвалось отношение, и как минимум вы чувствуете, что что-то неладно, что-то нечисто. Оно резко. Вот было все очень хорошо, прям на пике, и потом хлоп, и все схлопнулось, да, все сложилось, как карточный домик посыпалось. Вот у меня какая, вот как будто бы вы сыграли в азартную игру, ну это же победа, да, здесь, с дьяволом, и проиграли, и как бы на последние деньги сыграли, вот такой у меня поток идет. Ну или один из партнеров тоже, ну как бы, знаете, как есть в отношениях, каждый играет свою игру, да, то есть, ну и вот здесь может быть такое, что партнер как бы, ну, тоже, в общем, все поставил там на черное, на красное, на белое, может быть даже на синее, да? Поставил на синее. Напишите, как это может быть, поставил на синее, может синячить начал, да, там, о, ух ты, видели, как полетело, давайте смотреть. В общем, не на ту ставку сделали. Почему-то у меня такой начался проигрыш. Может ли кто-то начал мешать вам? Ну, посмотрим. Может быть, потому что дьявол появился и такой провал. Тут центральные карты очень провальные. Как бы ты ни старался, да, победить, да, у тебя все равно идет все по дьяволу, все прекращается, все ломается, да. Какие-то неожиданности постоянные вылазят. Ну, может, кажется, посмотрим. Десятка пентаклей. Ну вот смотрите. Десятка мечей, десятка пентаклей. Все поменялось. Поменялось внезапно и неожиданно. Поменялось в худшую сторону центральные карты. И здесь играют роль деньги, родственники, друзья. Деньги, родственники, друзья, окружающие, и вам эти отношения, они дороги. Они очень дороги. Это, ну, это очень хорошая карта. У вас 2 хороших карты, 3 плохих карты. По нумерологии у вас хорошие карты. 16 это башня. Это действительно очень что-то хорошее, очень дорогое, но оно разрушается. По нумерологии у вас плохие карты. 15 дьявол. 25 колесница, вроде бы как кто-то куда-то уехал внезапно. Здесь дьявол по обстоятельствам независящим, возможно, даже от, ну, не от вас, не от этого человека. Вот. Ну, а если суммарную нумерологию взять, 15 и 15, 33, это, ну, как минимум, жена-мать может влиять. Ну, это если из родственников, да? Жена-мать. Ну, вот такая ситуация. То есть, если сократить все, сжать, да, то есть мы сейчас посмотрим, как это, да, можно сократить. Есть ситуация, где было все очень хорошо, строили серьезные планы на будущее. Вот она, 10,6 жезлы, планы, десятка материя. Но внезапно все плохое как бы проявилось, вылезло, как говорится. Ну, извините, сейчас скажу такое. Потекло говно по трубам, да? Ну, вот так. Иногда, да, то есть такое оно бывает. Все вылезло на поверхность. И один из партнеров просто ушел. Вот поставил точку жирную. Ну, как во всяком случае сейчас так кажется, да? Ну, вы так чувствуете. Окей. Давайте посмотрим. Теперь, как видит вас, или какой видит вас ваш партнер. Какой или каким, да, давайте каким, а вы уже будете к себе примерять. Ну, смотрите, во-первых, это маг, во-вторых, это человек, который может все абсолютно, управляет всеми процессами. Он видит вас сильным человеком, сильным мужчиной или сильной женщиной. Если вы женщина, то вы прям вот женщина, которой мужских энергетик прямо, ну, за горизонт. И вы человек, который
управляет всем, контролирует все. И давайте, так скажем, ну, вас много в ваших отношениях, да, то есть вы, может быть, манипулируете этим человеком, да, то есть им, да, то есть он вас видит манипулирующей или манипулирующим. Это он вас пока видит. Дальше, что еще он видит вас? Он видит у вас рокового партнера, роковой мужчина, роковая женщина, да. Ну, если вы женщина, это роковой мужчина. Извините, если вы женщина, то он видит вас роковой женщиной. Вот так я оговорился. Ну, да, может это и роковой мужчина быть, потому что тут еще и дьявол есть, да. Вот. Но, тем не менее, знаете как, он вас то ли побаивается, то ли у вас как бы энергетики не подходят. Ну, смотрите, здесь маг, а здесь смерть. Здесь много энергии света и огня, а здесь прямо энергия тьмы и воды, да, такого перерождения. Ну, ближе к перерождению Скорпион и Овен. Хорошо, видит, побаивается вас, да, и видит вас роковой или роковым, да. Окей. Давайте еще какой или каким видит. Еще что видит в вас. Но вы надежный человек. Вы надежный человек. Рыцарь кубков — это всегда там надежная дружба, да, вот. Видите, какой пес тут красивый, и рука прям на собаке. Ну, доктор, здесь доктор проверяет собачку, да. Видит вас хорошим другом, как минимум. Вот так вот. Окей? Окей. Видит вас хорошим другом. Ну окей, хорошим другом, то хорошим. И что еще? Ну, вы такой человек, знаете, можете быть легким. Можете быть легким. Он вас больше даже видит манипулирующим ребенком. Вот такое вот. Здесь, видите, и рыцарь кубков, и паж кубков. Но тут, знаете, если вы хотите от него ребенка вдруг, как женщина, ну, может это быть камнем преткновения, может быть дело в детях. Здесь паж кубков, ребенок. Но мы сейчас не залазим, да, вот в причинно-следственные, как он видит вас. Он видит вас человеком роковым, но иногда вы можете быть няшей. Вот как вот парадокс, да, парадоксы бывают. Может быть такое, может. Человек может меняться. То есть вы от какого-то такого там колдуна или ведьмицы, да, или ведьмы превращаетесь в такое что-то такое светлое, да, такое белое, пушистое, в золотую рыбку, да. Из мага и смерти вы можете превратиться в друга и золотую рыбку. Напишите, вы можете так или нет. В комментарии напишите мне, я почитываю иногда, да, так интересно. Как вы можете перевоплощаться? Или можете ли вы вообще перевоплощаться? Ну и последнее, Иерофант. Вы знаете, но вы ему интересны. Вы этому человеку интересны. Даже, я вам так скажу, он может видеть вас как мужа, ну, или жену. Вот, смотрите, тут уже кто откуда видит. Иерофант, да. То есть, смотрите, роковой, роковая, контролирующий, контролирующая, хороший друг. Бываете легким вообще, просто классным, хоть бери вас к сердцу прикладывай. Ну и вы интересны, вы умны, вы умеете общаться, вы хороший собеседник, у вас есть чему поучиться, да. И, ну, по Иерофанту здесь, знаете, как это обучение всегда, ну, это потенциально брак, союз, все равно, как ни крути. Здесь вот эти вот три карты, да, они о очень хорошем, таком теплом чем-то семейном. А вот эта одна карта, она как бы, у меня такое ощущение, что вы немножко рисковато взяли с этим человеком, рисковато, да, и
Ну вот эта первая карта, она там ты мне, я тебе, ну что-то докажу, да? Или я лидер, нет, я лидер. Я первый, нет, я первый. То есть здесь, скорее всего, было много инициативы со стороны кого-то. Но не без родственников здесь. Не без родственников. Десятка пентаклей. Ну и этот партнер, партнерша для вас действительно дороги, потому что, ну, здесь прям десятка пентаклей. Это хорошие высокие ставки. Дьявол — это высокая ставка всегда. Башни, о тех, о которых я говорил, да, башня, ставка высокая. Ну, то есть, по сути, если дело, ну, речь шла о браке, о союзе, то довольно-таки интересный партнер. Но он резко прям прекратил. Мы сейчас будем смотреть, почему так произошло. Давайте посмотрим, почему он считает, что вы маг. Ну вот, чем вы для него маг? Чем вы для него манипулятор? Или чем вы для него первый мужчина или первая женщина? Вот так. Чем вы для него первый? Ну, вы умеете собираться, да? Собираться и умеете строить планы на будущее. То есть, ну, как минимум, вы умеете мечтать и умеете планировать. Вы человек такой организованный, вот. То есть, ну, надежный, я уже говорил, и организованный. То есть, по сути, вы надежный, организованный, самоорганизованный человек. Хорошо. И он все-таки, этот ваш партнер, видел у вас перспективу. Тройка жезлов все-таки. Перспектива. Хорошо. Далее давайте смотреть. Вот эта смерть, она почему? Вы можете сейчас просто сконцентрировать внимание на этой карте, и у каждого своя вот эта вот... Ну, смерть — это какие-то перемены. Мы сейчас посмотрим, почему произошли эти перемены. То есть, или почему он поменял или меняет мнение о вас, или меняет отношение к вам очень резко. Почему он очень резко меняет отношение и мнение? Блин, тут повешенный прямо сразу же. Я уже как бы переживать начинаю за этого человека. Но повешенный — это всегда о страданиях. О страданиях. Или вы очень человек такой склонный к страданиям, или вы приносите в его жизнь страдания, и он заставляет себя страдать. Здесь прям, ну, с одной стороны аркан 13, с другой 12 повешенный, да, смерть повешенный. Ой. Какой-то диссонанс у меня прямо идет из-за этой комбинации здесь. Но карты достаточно интересные сами по себе. Здесь только руки, да. Я вам так скажу. Почему он резко все изменил? Кто-то склонен, ну вот почему все разорвалось, склонен к максимализму и нагнетанию от ситуации до максимума. Вот здесь вот паж и рыцарь. А это максимализм где-то юношеский. Но оно рядом здесь, понимаете? Поэтому я вот склоняюсь к тому. Поэтому почему резко он обрывает? То ли вы доводите до вот этого апогея, да, то ли он сам себя накручивает. Ну, либо вы накручиваете ситуацию или сами себя, либо он накручивает ситуацию и сам себя. Ну, окей. Значит, смотрите, с этим человеком я вам не рекомендую доводить себя, ну, вы поняли, до чего, ну, там, до вот этих крайних точек, что здесь повешенный и вот этот 13-й аркан. Ну, и его тоже, то есть, это человек крайности, вот так давайте скажем. Ну, или пограничных состояний. Так. То есть, он принимает все время вот, рубит, этот человек склонен рубить с плеча, или доводить все до абсурда, да, вот этого максимализма. Ок. Давайте посмотрим. Здесь есть рыба или что-то скрытое. Что есть скрытое, чего вы не знаете в этих отношениях?
Здесь есть либо мать, либо женщина, либо мать его детей. То есть, ну, женщина либо жена, либо дети влияют. То есть я говорил, тут дети, вот они. И, ну, может ли быть у мужчины здесь ребенок? Да, а у женщины тоже могут быть дети. Да, вот так вот. И на это может влиять либо его бывшая жена, на эту ситуацию доводить до состояния такого коллапса, да, вот этих отношений. Либо его мама. Окей, императрица — это мама и жена. Ну и мать детей. Давайте смотреть, как он воспринимает шанс на обновление отношений. Есть ли тут шансы на то, что все возобновится? Да, есть. Есть, и это осень. Осень, период. Ну, вообще-то сентябрьская карта, ближе туда к сентябрю, ну, период осени. Я не исключу, что к осени вы как минимум получите более полную информацию. Ну, возможно, даже и о деньгах. И, может быть, деньги будут тут иметь значение для этой информации. Но это успешно. Это очень хорошая карта на стабилизацию как минимум ситуации. То есть ситуация может стабилизироваться. Может. Окей. Иерофант. Давайте так скажем. Это шансы, да? Это тайна. Вот здесь вот информация опять идет какая-то. Есть информация. Какую информацию он о вас получил, что его так снесло, поплавило, да, вот так вот скажем. Или занесло, поплавило. Какую информацию он получил о вас? Но он реально получил информацию, которая его испугала. И эта информация, она разорвала страх потерять вас. Давайте так скажем. Он получил ту информацию о вас, которая надломила его не намерение, а его мотивы быть вместе. То есть что-то его испугало. Его вами напугали именно. Испуг. И он был достаточно сильный. Но тут и есть 13-й смерть, повешенный, дьявол. Могли вас оболгать. Кстати, это могли быть опять-таки родственники, вплоть до родителей. Ну, или жены. Если этот человек был женат, и речь идет о мужчине. Но, как минимум, это испуг. То есть, ему это очень не понравилось. Он этого очень не ожидал. Очень не ожидал он этого. То есть, здесь стабильность, да, а тут прям такой толчок, разрыв. Он прямо рвал на себе волосы, да, рвал и металл. Вот такое вот. Что он думает о вас сегодня? Все равно он думает о вас как о ребенке. И она тоже думает. И мечтает, возможно, о детях, если вы планировали. Вот. Но если у него есть дети, смотрите вашей ситуации, он также думает и о детях. Дети ему важны. Далее, что еще думает? Давайте смотреть. Смотрите, он все еще сохраняет шансы. И хотел бы, ну, не знаю, благодаря чему, может быть, какому-то божественному провидению или провидению, да, встретиться с вами. То есть он, ну давайте так скажем, оставляет в материальном мире место для вас. Вот так вот. Он даже оставляет в своих мыслях место о вас пока что. Ну, хорошие очень карты, да. Паж Пентаклей, Солнце. Если вы планировали ребенка, опять-таки, все еще это сохраняется. Здесь очень хорошая комбинация пары на ребенка. Вот. И я даже вам так скажу. Попробуйте смотреть на вещи гораздо проще, и, возможно, у вас все наладится. Вам, возможно, нужно быть как два ребенка. А каждый из вас пытается доказать, что вы взрослый. Ну, вам-то надо быть взрослыми. Вы все равно взрослеете постоянно, да. Но вот вам детскость, она облегчает вам. Вот это нифига не детскость карта, не детская карта. Вот это тоже ни разу не детская карта.
Вот, то есть здесь кто-то так серьезно взялся за все, а надо гораздо проще. Понимаете? Давайте, что еще думает о вас? Еще. Вы знаете, он считает, что вы правы. Но вот опять-таки в отношениях всегда оба правы, оба не правы. То есть он пытается докопаться до истины и взвесить все. То есть, но он считает, что вы правы. Это ж он о вас думает, юстиция. Вы правы, реально. Вы правы, он где-то там говорит себе, блин, вот это я погорячился, вот это я сильно, чересчур, да. Может быть, даже он что-то сделал такое, да, вот, а вы теперь страдаете, и вы теперь вот в этом отчаянии, в двух вот этих картах, 13 и 12, да, доводите себя до вот этого состояния, рвете волосы на себе. Окей. Ну, это не окей, так не надо, надо вам выходить из этого, если вы прямо уж туда угодили. Нельзя. Так что давайте еще посмотрим, что он еще думает. Вы знаете, очень хорошие карты падают у вас на мысли о вас, вашего партнера. Он строит планы до сих пор. Я не знаю, где он, как он, да, это вообще расклад здесь. Вообще, то, честно говоря, мы еще сейчас посмотрим, что с ним происходит. Но вот эти карты очень плохие. То есть в его мыслях он вынашивает план. Ну, надеюсь, что он жив, да? Или, ну, как минимум, в плену дьявольских каких-то обстоятельств. Что еще о вас думает? Сила. Смотрите, он сильно хочет к вам. У него в мыслях к вам только позитив и даже баланс. Он даже с вами с чем-то согласен. Он где-то переосознает свою неправоту и переосознает то, что вы можете и должны бы были быть вместе. Здесь прям огонь. Здесь есть страсть. И он, ну, получается, как бы сила энергии его к вам растет, притяжение. Я вам так скажу, если вы как женщина-ведьма, то как бы он там от вас не прятался и под какими другими бы темными энергиями он не скрывался, да, или какие бы темные другие энергии от вас его не скрывали, все равно ваш магический обряд, ритуал на притяжение его к себе, на примирение, на возвращение, он работает. То есть оно живет уже в его голове, и этот обряд он запускает в его мозгу, в его нейровселенной вот эти колебания, которые притягивают его к вам. Окей. Хорошо, в общем, у него как будто бы у него что-то умерло, но оно теперь пробуждается, разгорается в нем. Окей. Что чувствует к вам сегодня? Какие чувства испытывает? Давайте еще посмотрим. Прямо сейчас. Ну, смотрите, он переживает и волнуется, и то, что между вами нету связи, вот если вы не разговариваете, а вы, скорее всего, сейчас оба молчите, потому что здесь все-таки 10 пентаклей. А если общаетесь, то вам не хватает этого общения, то его это волнует. Он бы хотел все-таки побольше с вами поговорить, да, и ставьте сейчас на паузу, если хотите, чтобы он вышел на связь, и делаем вызов мощный. Видите, солнце здесь, маг, тройка, перспектива, солнце и вызов на связь, если вы волнуетесь. Волнуетесь, переживаете, ставьте на паузу, пишем вызываю его, ее на связь. Окей. Если бы он вышел на связь, что бы он хотел сказать о своих чувствах? Ну, ему спокойно с вами, ему комфортно с вами. Он чувствует радость, покой и умиротворение, когда он держит ваши руки в своих руках. И, когда она держит ваши руки в своих руках. Но он бы хотел или хотела нарисовать вам еще какую-нибудь там татуировку или какой-нибудь эскиз, орнамент на вашей
коже, на вашей кожуре, давайте так, да, на скорлупе. О. Ну, кожа, да, это же скорлупа, по сути. Что еще чувствует к вам? Вот не знает, как выйти из этой ситуации. Он не знает. Вот видите, и 11 правосудия, и двойка это... Он чувствует... Знаете, это же чувство идет линия. Он чувствует, что вы его не простите. И вот такое, знаете, он все равно сомневается. Вот его вина, она над ним очень... Ну, власть вины. Вот он же испугался, получается, ваш партнер. Он теперь вроде бы как слабым должен показаться для кого-то или может показаться, а он не может, особенно если это мужчина. Да и женщины тоже не всегда могут показаться слабым, да, то есть особенно тех, которых учили быть сильной. Вот, поэтому он теперь не знает, как выходить из этой ситуации. Он еще не принял окончательный какой-то план выхода, да, может он даже на вас и рассчитывает. Что еще чувствует? Но чувствует, что разбил вам сердце, тройка мечей, и да и у него сердце, он болит, страшное дело. Мучается, страдает. Страдает постоянно в мыслях, видите, иерофант здесь иерофант. Он не может даже, знаете, как договориться с собой. Вот такие страдания у него происходят внутри него. И он постоянно напишет что-то, да, потом скомкает, выбросит, да, он не может как бы подобрать слов каких-то, подобрать правильное сообщение. Вот почему он не может вам написать? Он не может это собрать в своей голове, да, и написать своими руками, видите? Ну вот так. Ну окей, не решил, да? Не решил. И боль, знаете как, он немножечко даже так от боли в шоке, я вам скажу. Вот это вот напряжение, это болевой. Его вот и душа болит, я вам так честно скажу. И душа, и голова болит. Вот такое идет. Такой поток. Хорошо. Что еще чувствует к вам? Ой, опять 5 мечей. Пятерка мечей. Знаете, этот человек чувствует, что он проиграл. Ну, проиграл по отношению к вам. То есть он чувствует, что вы были настолько правы, а он ошибался, но он теперь пока что не может принять это все. Ну, как вам сказать? Как теперь с тем, что он ошибался, ему быть дальше? То есть у него как это, парадигма его мира рухнула, а новые еще не существует. Ну и тут же смерть есть, повешенный. То есть он еще страдает. То есть он не принял еще. У него стадия только принятия идет. Вот она, двойка мечей, она в центре, видите. Здесь. Он рассуждает, да, у него вызревает, у него внутреннее и душевное вызревает, и физическое вызревает. То есть этот человек проходит перерождение по сути, по своей, да. Вот, и вы в его глазах меняетесь полностью теперь. То есть вы теперь, если и встретитесь, то он воспринимать вас как, ну, как партнера, как мужчину, как женщину будет уже немножко по-другому, да, другим человеком. Ну вот так. Или ну, другой партнершей или другим партнером. То есть вы абсолютно изменились. Ну, в лучшую сторону или в худшую. Но вы были правы. То есть он вот воспринимает вас как человека, который не ошибался, да, то есть вот он ошибся, а вы нет. Вы были правы. Давайте посмотрим, он скучает по вам или нет. Ну, это периодичная карта, но карта не говорит нет, она говорит да. Ну, то есть, когда вспоминает, то да. А как часто он о вас вспоминает? Ну, смотрите, если вы женщина, то по ночам особенно. Вы ему и снитесь, и, вы знаете, он вспоминает, когда он, ну, по сути, сбит с курса с некого, да. Здесь солнце 19, здесь есть солнце, и здесь 19 солнца. То есть он о вас вспоминает как о нечто хорошем, о таком периоде, который был
не самый темный в его жизни, и ночь это вот такой период, когда вы по сути выходите на связь. Ну, вот этим вот высокочастотной связью, да, там телепатической, сомнамбулической, да, ну, сновидением, да, может, вы там во снах встречаетесь. Ну и смотрите, король кубков еще, да, то есть он, по сути, не может из своего сердца вас отпустить, как бы оно там не болело, а оно болит, и как бы у вас не болело. Я вам так скажу, что вам и ему, ну это психолог здесь, да, король кубков, вам и ему нужна психологическая какая-то помощь, энергетическая поддержка, да, и психологическая. Ну, или может быть и та одновременно, потому что психология и энергетика, магия, да, они вместе рядом, в принципе. Поэтому, ну, ему как минимум нужна помощь. Ну и вам тоже. Но он бы как бы даже нуждается, что ли, в вашей поддержке. В обмене энергиями с вами. Да, он хочет поменять апельсин на яблоко. Или поменяться персиками, да. Вы знаете, здесь мужчина ушел. Вот все-таки мужчина ушел. Видите, мужчина, кубки, скорпионы. Такое скорпионовое, все рыбно-скорпионовое. Он ушел, но часть себя оставил в вас, и часть вас оставил в себе. Но я вам так скажу, этот мужчина может вернуться, выбросив из себя все плохое, все негативное. Он может вернуться, потому что, смотрите, здесь плохое, часть плохого пока выбрасывается, а еще часть остается. Давайте посмотрим. Я уже говорил, что здесь есть шанс на возвращение, а вот теперь просто спросим, вернется ли он, да? Какая карта выпадет, а вы посмотрите, сравните со своей картой, да? Ну, со своими другими гаданиями на других каналах. Да, есть шанс на то, что он вернется, но он уже вернется тоже другим человеком, так как и вы будете другим человеком. Это абсолютно новый, ну, это какая-то магия, какое-то чудо его приведет к вам. Здесь и звезда, и он вернется вообще, но такое, пройдя очень жесткое испытание, очень дорого заплатив за это. Но и вам эти отношения тоже обойдутся достаточно недешево, да, то есть каждый из вас потеряет и обретет, и потеряет для того, чтобы обрести друг друга новыми в обновленных этих отношениях. То есть, по сути, я бы сказал, что шанс на то, что вы будете вместе, все еще сохраняется, но только если вы верите в настоящее чудо, ибо огонь священный и маг открывали, но победа и маг, помните, здесь есть и солнце, открывали этот расклад, и огонь же и закрывает. Ну, по сути, семерка, да, а семерка это to be continue, только с нового какого-то эпизода. Поэтому кармический узел не развязан. Силы дьявола вам придется еще преодолеть, а также пройти по лезвию бритвы и остаться при этом целыми и невредимыми в паре. Мира вам и вашему миру. Берегите себя, любите себя і міри, которые окружають вас. Допомагайте силам світла, нищите сили темряви і пам'ятайте, що все буде світлим та чистим, якнайменше саме у вашому світі. До зустрічі. Па-па.